многих тюрьмах тех же США большинство людей, которые сидят за насильственные преступления, это верующие люди. Откуда такая информация? Можешь статистику посмотреть. Не обязательно эта причина заключается в том, что Бог это или не Бог сделал, просто мы говорим о том, полезно это или эффективно для общества. Если мы сравним то количество агностиков и то количество верующих, которые в тюрьмах, я думаю, что там агностиков больше. Welcome, guys, to another episode of The Conversation. Сегодня у нас будет беседа между верующими и атеистами. Oh, should be interesting. Find out and let me know what you think in the comments. Всем привет, меня зовут Маруся, и я не верю в Бога в человеческом обличии, но преследую пантеизм. Меня зовут Дима, я не верю в Бога, я атеист. Всем привет, меня зовут Даня, и я считаю себя атеистом. Всем привет, меня зовут Филипп, и я христианин. Всем привет, меня зовут Кирилл, я тоже христианин. Всем привет, меня зовут Саша, я православная. Can I have my religious people standing on the right and my atheist people standing on the left? If you agree, step forward. If you disagree, stay where you are. I believe the universe was created. Я верю в то, что именно Бог создал Вселенную, потому что, мне кажется, странным, если бы Вселенная создалась там от какого-то взрыва, от метеорита, это звучит очень странно. Да, я тоже соглашусь с Филиппом, что я не верю, что из-за взрыва может что-то в принципе создаться. Это звучит абсурдно. Поэтому я верю, что Вселенная, она и каждое существо, она создана Богом. Есть определенные правила, по которым мы можем познавать реальность, чтобы это было эффективно. То есть, если мы видим какой-то факт, который в природе происходит, мы можем на основе него сделать выводы. К примеру, если мы не знаем, что происходит в какой-то комнате, но там выставлен свет, он горит, там лежат микрофоны, мы можем сделать вывод, что, скорее всего, там происходят или происходили съемки. Да? Поэтому этот принцип можно применить и на изучение Вселенной как таковой и жизни как таковой. То есть если у нас есть какие-то факты, которые подтверждают, что было что-то или не было, мы это используем для того, чтобы сделать вывод. И если мы углубимся в науку в плане того, что есть, к примеру, реликтовое излучение, которое является фактом, подтверждающим то, что был взрыв когда-то, вне зависимости от того, создал или не создал что-то. Мы просто на основе этого можем сделать вывод, что что-то произошло настолько мощное, что Вселенная расширилась до таких масштабов, и таким образом мы можем понять, что взрыв был, скорее всего, потому что есть какие-то факты, которые на это указывают. И на основе этого мы дальше можем изучать, когда он был, каким он был, что после этого происходило, как мы пришли к тому, что сейчас происходит. В принципе, если представить, по поводу твоей теории, что если мы закрываем комнату, и мы можем предположить, что есть два одинаковых процесса, то есть шли там съемки или не шли. Точно так же это можно приложить на твою жизнь. То есть представить, что ты одновременно и существуешь, и не существуешь. Но так как у тебя есть разум, объясни мне, как ты можешь прямо сейчас сказать, что тебя нет? Никак. Объясни, никак. Никак, потому что все факты указывают на то, что я существую. Правильно. Да? То есть, соответственно, мы можем определить, что теория это не прилагается на твою сущность, на тебя, как на существо. То есть ты не можешь сказать прямо сейчас, что тебя нет, потому что ты осознаешь и чувствуешь себя. Я верю в тенденции скорее, то есть я не верю в вещи, которые ничем не обоснованы. То есть если вы говорите о том, что теория, которая есть, теория большого взрыва, она недостаточно обоснована, пожалуйста, достаточно обоснуйте свою теорию, потому что если ваша теория о том, что создал Бог, какие на это указывают факторы? То есть вы говорите о том, что просто не может все появиться из ничего. Для меня это очень сложная вещь, как и для каждого человека, потому что это история создания всего. Это очень глобальная вещь. Вопрос. Первый закон Ньютона. Закон термодинамики. Энергия не может ниоткуда произойти и не может никуда уйти, если она ниоткуда не произошла. Правильно? Из чего состоит наше тело? Из молекул. Из чего состоит молекула? Из атома. Атомы состоят из электронов. Электроны из чего состоят? Кварки. Кварки. Из чего они состоят? Из других, более мелких частиц. Конечный результат, из чего единица состоит? У нас нет пока ответа Она на состоит этот из вопрос. энергии. Даже мы допустим тот факт, тот факт, что у нас есть энергия, в каждой клетке у нас есть энергия. Откуда она взялась? Смотри, мы не знаем ответа на этот вопрос. Понятно, потому что наш разум пока не может это постичь. Как минимум пока что. Твой разум. Хорошо. Да. Отвечая на ваш вопрос, давай проверим теперь твой разум. Если есть Бог, что было до появления Бога и был ли он всегда?
Но ты не можешь, это сущность, которая была, есть и будет. Это Как простое, вы это знаете? простое определение, как в математике, как вечность. Ты не можешь бесконечность определить, где ее конец и где ее конец. Это без... нет, ну как-то... Была, есть и будет, это простая истина. Почему так? Почему мы в это верим? Почему это правда? I believe in some higher power. Я верю в то, что существует какая-то высшая сила, потому что, во-первых, на собственном каком-то примере я могу сказать, что я это ощущаю, чисто вот даже как-то физически. И, ну, наверное, каждый человек выбирает в это верить, и, возможно, это дает нам какую-то, ну, не знаю, делает нашу жизнь проще, когда мы знаем, что есть какие-то высшие силы, и мы можем как бы все свернуть иногда на них или обратиться, возможно, к ним. Поэтому я, да, всецело верю, что существует. Я 100% верю. И почему я лично верю? В детстве была такая история, что ну, у нас многодетная семья, у нас человек 8, в трехкомнатной квартире мы жили. И однажды ночью мы все спали, ну, как всегда ночью люди делают, и почему-то мой отец ночью, где-то вот в 3 ночи, решил просто проснуться и выйти. И он говорит, у меня такое чувство было, что мне нужно проснуться, меня кто-то будил, как ангел его будил. И когда он проснулся, он не мог дышать. Во всей квартире, полностью вся квартира была заполнена газом. Получается, когда мы ходили спать, кто-то из нас забыл выключить просто комфорку, и комфорка, ну, настолько, ну, самая сильная комфорка, ее забыли выключить, и газ был полностью по всей квартире. И дошло до того, что если вот папа, когда, ну, его разбудил, реально ангел его разбудил, если бы он просто включил свет, то вся квартира взорвалась, потому что там слишком много было газа. Но фишка в том, что двери были в комнатах, то есть у нас 3 комнаты, родительская и 2 детской. Двери в комнату были открыты нараспашку, но когда папа вышел в коридор, он увидел, что газ, вот через открытую дверь вышел газ, просто он даже не входил в комнату, где мы спали. То есть газ был только на кухне, в коридоре, и при открытых дверях он в комнаты не попал вообще. То есть он просто открыл окно на кухне, и оно все проветрилось. То есть 100%. Верю ли я? 100%. Вы описываете маловероятные события, которые достаточно редко случаются с человеком, с любым человеком и в обществе в целом. И такие ситуации могут приводить к разным исходам. И я думаю, вы не будете спорить, что есть много верующих, которые не проснулись от угарного газа. И это были верующие, которые умерли от этого. Будет очень много людей, которые, ну, они уже были, да, есть и были, очень много людей, которые, прости, я, может быть, прослушал, ну, были какие-то проблемы со здоровьем, там, с ногой или что-то еще, и они у них остались, типа, и Бог, условно, в вашей концепции, размышляя, не повлиял на то, ну, или как-то, не знаю, там, сатана, условно, подтолкнул к тому, чтобы эта ситуация осталась такой. Вот, поэтому сложно на самом деле воспринимать это как подтверждение, потому что нет прямого понимания, что именно Бог или сатана это сделал, потому что маловероятные события, они случаются на самом деле постоянно, и они могут быть в отношении людей как в худшую сторону, так и в лучшую, да, это либо заболевания какие-то. Смоделируем ситуацию, 2 человека участвуют в лотерее, там, на $1 миллион, условно. Бог, скорее всего, в плюс-минус одинаковой степени на них влияет, ну, я предположу. Вот. Один человек из них выиграл эту лотерею, другой из них не выиграл. Соответственно, у одного это очень счастливое событие, у другого это очень плохое событие. И воспринимать это как подтверждение того, что Бог есть, это достаточно странно и Тут непонятно. есть такая движуха, как пути Господни неисповедимы. Смотри, Ты не может, знаешь, какие ты верующий, да, последствия, выигрыши и проигрыши. ты не выиграл $1 миллион, а он достался какому-то там бесу вообще. Ну, типу какому-то плохому. А ты не знаешь, как это будет. Может, из этого $1 миллиона он умрет от наркотиков, а ты постепенно из-за того, что ты не выиграл этот $1 миллион, ты станешь крутым бизнесменом, там потом президентом каким-то станешь. Это же вариант. Вот мы Понимаешь, что это потому что вопрос. это необъяснимо, типа ты не знаешь, от чего тебя как бы, условно уберегут. Ты не можешь эти наверняка силы, знать, к как чему это они тебя повлияет на твою подтолкнут. жизнь или на жизнь другого человека. I believe religion is necessary for us to live right. Почему я считаю, что религия нужна нам, чтобы жить правильно? Почему? Потому что религия это то, ну, вера это то, что определяет, правильно ли мы живем. Это определяет законы, установки, по которым мы живем, и это правильно. Я согласен, просто я немножко разделяю 2 понятия религия и вера. Если мы скажем правильно, религия, да, это просто закон, ты делаешь как традиция, как будто бы ты делаешь потому что надо, не потому что ты хочешь этим, ну, что-то добиться. А вера, я по-любому верю, что именно вера, именно живая вера, которая подтверждается какими-то поступками, отношение к людям, просто помочь как-то
помочь ему извиниться. Если мы говорим о вопросе с точки зрения именно религии, а не веры, потому что это разные вещи, то я считаю, что религия уже на данном этапе, то есть, мне кажется, уже вот следующие десятилетия, возможно, столетия, нам уже не понадобится религия для того, чтобы жить правильно, если есть вообще правильно и неправильно, то есть жить счастливо и как-то развиваться и развивать вообще человечество и так далее. Нам просто не потребуется этот устав, где четко написано, типа, делать так, это правильно, делать так, это неправильно. То есть люди уже смогут спокойно руководствоваться своими какими-то ощущениями. Второе, большинство религий зиждется только на страхе, то есть выполнение, которое зиждется на страхе, я верил там лет до 11. В момент, когда я осознал, что я боюсь чего-то не сделать, только потому что я боюсь, что я буду вечность гореть в аду. Я считаю, что это неправильный свод правил. Я считаю, что сейчас есть тысячи, миллионы, вероятно, уже миллиарды людей, которые являются атеистами. Они не ведут себя как полные, не знаю, каннибалы, уроды, ублюдки, которые могут брать, там, убивать людей ради своей выгоды, воровать. Они тоже могут быть порядочными людьми. Все, что им нужно, это какой-то моральный свод правил, который исходит из личности, из человека, который сам считает, что это правильно. У нас есть догмы морали, которые мы проповедуем, не потому, что они являются христианско правильно, а потому, что они общественно полезны. Ну, я не знаю, там, если каждый не будет воровать, в целом, то общество будет гораздо лучше, потому что если бы каждый воровал, вор бы не хотел бы жить в обществе. Мы просто уходим в законы там, Ты государства просто, или еще чего-то. Ты понимаешь, ты сейчас... Взаимодействие людей, Смотрите, я говорю о том, почему я не считаю, что это нужно, Да, потому что есть альтернатива, которая не предполагает верование, которая не предполагает то, что Она не предполагает альтернативу просто, что правильно, что неправильно, и вообще нужны ли правила. Как сказать, правила в принципе априори нужны везде. Они нужны везде, они нужны где бы ты ни находился. Ты выходишь на улицу, тебе нужно знать правила, как переходить через дорогу, тебе нужно знать, как ездить на транспорте. Везде тебя сопутствуют какие-либо правила. И если ты не будешь этим правилам как-то придерживаться, ты умрешь. Это просто эти правила, они не созданы для того, чтобы ужать твою жизнь или как-то сделать ее некомфортной. Они созданы для твоей безопасности, просто для твоей жизни, как бы сказать, безопасной жизнедеятельности. Так вот, ты говоришь, что правила там какие-то не нужны. Ты их просто не знаешь, ты с ними не познакомился, и только после этого как только ты с этим познакомишься, ты можешь сказать, нужны они тебе или нет. Если ты их не знаешь, ты априори не можешь понимать, на что тебе опираться. То же самое, как сказать кораблю, куда тебе надо плыть, если ты не видишь, что вокруг. Ты должен понимать, от чего тебе отталкиваться, чтобы тебе в конечном итоге прийти туда, куда тебе нужно. А если ты не знаешь, куда тебе нужно, то ты, в принципе, априори никуда не придешь. Окей, смотрите, вопрос звучит как. Религия нужна для того, чтобы обществу нормально жилось или нет? Она не нужна. Она желательна, она может быть ориентиром для некоторых людей в плане того, какие моральные правила им выбирать, как им действовать. Необходимости в ней нет. Как мы это можем проверить? В многих тюрьмах тех же США большинство людей, которые сидят за насильственные преступления, это верующие люди, которые либо сошли со своего пути, либо как-то они... Откуда такая информация? Может, статистику посмотреть. Они Какая эгоистические свои интересы привлекли для этого, типа, важнее, чем Бог, например. Это просто есть. Ну, Не это обязательно факты, причина на может которые не заключаться ответишь сейчас. в Понимаешь, том, это то, что нужно проверять. Не обязательно эта причина заключается в том, что Бог это или не Бог сделал, просто мы говорим о том, полезно это или эффективно для общества. И мы видим, что не особо, раз очень много, миллионы, сотни тысяч людей способны делать насилие, даже веря в Бога. Ну, то есть, получается, если мы сравним то количество агностиков и то количество верующих, которые в тюрьмах, я думаю, что там агностиков больше. Sometimes I doubt my beliefs. Мне кажется, что в силу каких-то изменений вообще в мире люди научились как-то по-другому мыслить, они стали задумываться в принципе о каких-то вещах, о которых люди там несколько десятилетий назад не думали. Поэтому я не думаю, что современный человек вообще в состоянии во что-то слепо верить и принимать все, что диктует, ну вот если мы говорим про религию конкретную, вот все, что она нам диктует, мы полностью с ним согласны, мы в это верим. Ну, я думаю, что это сейчас невозможно, потому что любой человек что-то принимает на себя, что-то отвергает, поэтому то, что мы как бы ставим под сомнение какие-то свои собственные убеждения, свою собственную веру, это абсолютно нормально.
Ну, как я решил для себя этот вопрос по поводу сомнений. Да, тоже были сомнения, там, быть христианином или быть атеистом, там, то может быть, этого может не быть. Я просто сел подумал, что в концепции атеизма будет со мной после смерти и в христианстве, да? Христианство предполагает, что после смерти ты пойдешь либо в ад, либо в рай. А в атеизме ты просто умираешь. Короче, выгоднее. В атеизме ты просто умираешь. И я сел подумал, если я проживу жизнь как атеист, а потом окажется, что реально есть ад и рай, то это будет так галимо. Попасть в ад и понять, что это просто обидно. А если я буду христианином всю жизнь, если я буду следовать по закону Божьему, да, буду именно христианином следовать за Христом по жизни, и потом окажется, что это реально правда, то я пойду на небо, туда, куда должен пойти. А если неправда, то ты А если всё равно, неправда, типа, то умер. я умер и все. ты Я просто умер, как- и ничего не Как произошло. минимум ты просто прожил Да, нормальную просто человеческую хорошую жизнь, жизнь, да, ты по каким-то определенным нормальным, адекватным уставам, то есть которые реально не сильно, ну, они не коррелируются, там, не отличаются от обычного человека. Ты просто прожил нормальную человеческую жизнь. Я хочу один вопрос задать, и если будет один ответ, я задам еще один вопрос. Быстро. Есть ли что-то в твоем мировоззрении, соответственно, в христианстве, что-то, что, например, нельзя делать, или что-то, что тебя не устраивает? И, короче, если в философии атеизма какая-то вещь, которая тебе очень нравится, но которой, допустим, нет в христианстве, и ты бы, допустим, хотел, чтобы она была условно, либо тебя полностью устраивает. Признайся Да, в своих да. своем грехе, Либо тебя короче. полностью устраивает Я понял, восприятие. Конечно, христианское. в христианстве есть какие-то, да, лишения, ты должен от чего-то отказываться. Конечно, атеизм это круто, ты погнал, там, ой, глаза горят, делай, что хочешь. Да, Но и ты как бы не я ограничишься смотрю, ни в чем. Но я выбрал для себя христианство, я смотрю уже на вещи такие атеистические через христианство. Я понимаю, что это неправильно, я понимаю, что да, в атеизме это круто и правильно, но если ты не можешь совмещать, да, то и то. То есть тут ты выбираешь либо то, либо то. А ты не можешь быть одной ногой там, одной там. Ты не можешь, типа, либо быть холодным. Ты либо холодный, либо горячий, теплого здесь не предусмотрено. Либо ты с Иисусом, либо ты Ну, либо против на него. стуле, либо Ну, на да. Да, и я выбрал стул, который... Который горячий. Который, да, хороший, что сказать. I believe in life after death. На самом деле довольно сложный вопрос. Я не верю с точки зрения какой-то религиозной концепции, но пантеизм, он что предполагает? Что Бог — это природа, ты в единстве с природой, то есть ты часть этого как бы всего сложного механизма, и по сути вот это вот ты частичка, как бы по сути ты как бы часть энергии всего того вакуума, в котором мы живем, террариума, и после смерти я верю в то, что вот эта вот энергия, она по сути никуда не девается, она трансформируется во что-то другое. То есть, наверное, это можно назвать жизнь после смерти. Нашей концепции, если мы так это говорим, либо в рай, либо в ад, то, ну, соответственно, мы уже сейчас должны сделать главный выбор. Либо мы сейчас делаем выбор, идем за Господом, как это и планировалось заранее. Просто из-за того, что... Ладно, не буду. Из-за того, что просто мы идем за Господом, и как бы вот моя концепция такая. Да, я верю в жизнь после смерти, я верю в вечность. И, собственно, верю, надеюсь, я попаду в рай. Кажется, все равно очень страшно. Люди боятся неизвестности. Но пока у меня нет никаких обоснований для того, чтобы считать, что это правда, есть жизнь после смерти. Я очень хочу верить в разного рода научные концепции того, что есть там, опять же, идея квантового бессмертия, когда ты всегда будешь в той вселенной, в которой ты выживаешь. Ну, например, мы там живем в 21 веке, там скоро придумают какую-то вакцину, и ты ее получишь, бла-бла-бла, и все остальное. Вот. Либо же, что мы в виртуальной реальности. И было бы отлично, чтобы так было. Но пока я не увижу подтверждений, к сожалению, я не могу в это поверить. А на что ты пока опираешься? Пока я опираюсь на свое мужество о том, что меня не станет. То есть до конца, получается, ты даже не веришь в Скажем так, отсутствие как бы какой-либо нет веры, факторов, но какой-либо я не вообще могу ада и утверждать, что рая. она есть. Я опять же говорю, что я не могу утверждать, что она есть, и я бы очень хотел, чтобы это было не так, но время доказательства лежит на утверждающем, и пока мне их не предоставят, я не могу в это поверить. Я считаю, что я все еще осталась при своей как бы вере, и также хочу дополнить, что неважно на самом деле, кто во что верит, главное, что действительно мы можем как-то взаимодействовать и кайфовать от жизни,
Мне кажется, это самое главное. Абсолютно неважно, человек верующий, человек неверующий. Я искренне уважаю людей, которые веруют, у меня есть друзья, которые веруют. И я очень рад, что у нас сейчас есть возможности дискутировать, просто вести какую-то беседу без негатива. Мы все друг друга любим, уважаем. Я вот желаю, чтобы всегда так оставалось, вне зависимости от того, кто во что верит, кто во что не верит. Вот. Самое главное оставаться человеком и не быть там вот такими вот, да, со стороны там, как их зовут? Инопланетяне. Нет, нацистами там какими-то, да, то есть разделение на черных, на белых, на каких-то там христиан, не христиан. Самое главное, чтобы мы помогали другим людям, чтобы мы как бы были людьми, мы поддерживали друг друга, любили друг друга и, ну, чтобы мы были просто нормальными людьми, это в первую очередь. Любовь — это хорошо. Коллективная психотерапия закончилась. Вы все молодцы. Hey guys, I believe you loved today's episode. Man, looking back and seeing atheists and believers come together, yeah, they have a lot of course, differences, but I think that's the beauty of the show, to show opposing side sitting together and having a meaningful conversation. Не забудь поставить лайк, подписаться, и мы ждем тебя в следующем выпуске.